Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать о, пожалуй, лучших внутриканальных наушниках, что я только слушал за последние несколько месяцев. Как некоторые, наверное, догадались, речь пойдет о новой трибридной модели от компании Kenera под названием Hodor. Базируется она на двойном 10-мм динамике, кастомном арматурном драйвере K112 и маломощном электростатическом излучателе. То, что у них получилось, друзья, поистине волшебно. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в классической уже для бренда коробке с изображением героя северной мифологии, с заводским графиком АЧХ и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим трибридную конструкцию модели, которая в сумме дает чувствительность равную 106 дБ и импеданс 8 Ом. В комплект нам положили инструкцию от наушников, еще одну маленькую инструкцию к амбушюрам Final Audio, вот такой вот плотный серый бокс из кожзаменителя, щеточку для ухода и целых 3 набора силиконовых амбушюр разного типа и диаметра отверстия. Причем все из них мне прекрасно подошли, что само по себе огромнейшая редкость. Кабель тут витой, достаточно гибкий, с плотными заушинами из термоусадки и прямым модульным штекером на 3,5 и 4,4 мм. Аппаратура показала сопротивление общей его жилы равным 0,18 Ома, а левого и правого канала 0,44 Ома. Откуда такой разброс, лично мне не ясно, но все это укладывается в пределах нормы. Чашечки по габаритам небольшие, полностью выполнены из металла, с 2 отверстиями для компенсации и довольно вытянутым звуководом, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Внешнюю же часть нам зачем-то снабдили блесками, а по центру разместили наименование модели Hodor. Это и есть имя божества, если, друзья, кто не понял. Выглядят наушники круто, отлично сидят, да и звукоизоляция здесь на превосходном уровне. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям тут практически стандартный по длине и амплитуде импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 3,5%. Это, честно говоря, очень много. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 76 и 96 миллисекундам, причем без каких-либо возмущений. Разница между амбушюрами с разноцветным сердечником и оранжевыми, как видите, исчезающе мала, в то время как черные немного смещают пики и придают им отличную от остальных насадок амплитуду. Вообще же АЧХ здесь имеет подъем низких частот на 9 дБ с плавным заходом на середину. Аналогично по размаху выделение области разборчивости с пиком на 2,5 кГц, имитацию ушной раковины на 5 кГц и еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам дополнительно подсветили 12 и 16 кГц, что приятно так приподнимает высокочастотные затухания. Звучать же Hodor невероятно сочно, массивно и просто до безобразия увлекательно. Ровно как Kenera Urd я буквально проваливался в музыкальные текстуры, становясь не просто зрителем, а чуть ли не элементом аудиальной картины. Настолько глубоко и объемно, друзья, мало что звучит. И именно за это я готов простить наушникам любые минусы. Оторваться от них просто невозможно. Джаз, разнообразная академическая музыка, рок, этника, любые вокально-ориентированные или ритмично-мелодичные стили заходят просто на ура. Разве что у ценителей всякого тяжелого к модели могут быть небольшие вопросы, поскольку там больше ценится такой немного плоский звук. Но, друзья, не в джазе. Здесь сцена ощущается во всей своей глубине и размахе, так что дальние инструменты никак не взаимодействуют с ближними, при этом все они буквально как на ладони. Много чего слушал, но до такой степени погружения было только с Urd, и тут они воссоздали тот же самый эффект. А как воспринимается электронная музыка? Вообще бомба! Сравнить же Hodor, на мой взгляд, можно разве что с Fusion от компании Z-Krill, где последние намного ярче, детальнее, четче, но без того самого эффекта погружения. К тому же это только кажется, что Hodor ниже разрешения, поскольку сами детали и всевозможные акценты проявляются на периферии. Это, друзья, сложно объяснить, но то, что у них получилось, какая-то невообразимая магия. Я в полнейшем восторге. Круче есть, и это Urd, но стоят они почти
почти в 2 раза дороже. Разнообразие амбушюр здесь тоже не случайно. Посредством их производитель снабдил нас довольно серьезным таким элементом тюнинга. Так все они позволяют выжать из наушников максимум динамики, выразительности и мелодичности, но оранжевые чуть подсвечивают высокие частоты и ослабляют бас, а черные, наоборот, подчеркивают бас, отводя на второй план высокие частоты. В качестве универсального решения я выбрал амбушюры K07, которые бас акцентируют и на верхах неплохо так рисуют всевозможные отзвуки и затухания. Тут выбирайте на свой вкус, что лично вам больше нравится. По источникам не вижу вообще никаких ограничений. Единственное, выбирая какой-то простой по звучанию ЦАП или плеер, вы тем самым серьезно ограничиваете возможности наушников и, как следствие, возможность получить от них максимум удовольствия. Из недорогих вариантов смело могу рекомендовать мобильные ЦАПы Shanlink UA3 и UA5, плееры Shanlink M621 и по линейке выше, а также стационарные ЦАПы SMSL DO100, DO200 с усилителем для наушников HO200. Отмечу, тут именно 200, а не 100. Разбирая по частотам, здесь очень глубокий, в меру текстурный и сверхнасыщенный бас, правильно выделенный ритм партии, чуть теплый, детальный и сверхвыразительный вокал и столь же весомые затухания на высоких частотах. К тому же есть на верхах интересный, друзья, такой призвук, заметно отличающийся от средних частот. Думаю, это из-за того самого электростатического драйвера. Отдельно отмечу, что при указанной мною техничности модель не дает так называемой прозрачности звука. Все здесь строится иначе. Середина сочная, массивная, словно немного окрашена лампой. Так что если вы фанат именно текстуры звука, то лучше присмотритесь к Fusion. Тут все подается под несколько иным углом. Суммарно же звучание получилось очень живым, естественным и объемным. Также в плюсы отнесу правильный баланс частот, не смещающий акценты ни в светлую, ни в темную сторону, прекрасную разборчивость и просто невероятную мелодичность. Причем все это грамотно сдобрено, приятно слуху, аналоговой теплотой. На мой субъективный взгляд, компания Kinera поставила перед собой просто грандиозную задачу дать нам тотально погрузиться в материал, аккуратно дополнив картину нюансами и позволив звучанию длиться, обогащаясь легкими призвуками на высоких частотах. Что ж, идея отличная, как, собственно, и реализация. И итогом, трибридные внутриканальные наушники Kinera Hedor достойно выглядят, удобно сидят, прекрасный выбор насадок в комплекте, позволяющий подстроить звучание под собственный вкус. И это если не говорить о отличном модульном кабеле сразу под классический джек 3,5 и балансный пентакон 4,4 мм. Из минусов могу назвать только металлический корпус, если вы житель северных широт. Больше придумать, друзья, ничего не в силах. По звучанию же это мои абсолютные фавориты за последние несколько месяцев. Настолько сочный и глубокий бас, что вибрации буквально ощущаются телом. Теплый, выразительный, при этом живой вокал и интересные такие слегка воздушные затухания. Все это и так вызывает максимум эмоций от прослушивания, но производитель дал нам еще и максимальный уровень погружения в звучание, чего я буквально влюбился в данные наушники. Kinera очередной раз показали класс, причем сделали это во вполне доступном среднем сегменте наушников. Да, все равно не дешево, но оно того на 200% стоит. Если кто думал брать урт, можно хорошо так сэкономить, получив очень сравнимый результат. Превосходные наушники, друзья, буду пользоваться сам. А на этом у меня все. Это были наушники Hedor от компании Kinera. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем пока!